Глава 12. Битва силы. Вторник, 28 декабря 1961 года. Мы отправились рано утром и сначала ехали на юг, а затем повернули на восток, в горы. Дон Хуан взял с собой 2 тыквенные фляги с едой и водой. Мы перекусили в машине, а потом оставили ее и двинулись пешком. «Держись поближе ко мне», — проинструктировал меня Дон Хуан, прежде чем мы отправились. «Эта местность тебе не знакома, поэтому не стоит рисковать. Ты вышел на поиски силы, и в зачет идет каждый твой шаг. Следи за ветром, в особенности ближе к концу дня. Следи за тем, как он меняет направление, и всегда занимай такое положение, чтобы я заслонял тебя от него». «Что мы будем делать в этих горах, Дон Хуан? Ты охотишься за силой». Я хотел спросить, чем конкретно мы будем заниматься. За силой невозможно охотиться по какому-либо конкретному плану. Впрочем, как и за дичью. Охотник охотится на то, что ему попадется. Поэтому он все время должен находиться в состоянии готовности. Ты уже кое-что знаешь о ветре и самостоятельно можешь охотиться на силу, в нем заключенную. Но существует много других вещей, о которых ты не знаешь, но которые, подобно ветру, в определенное время и определенных местах становятся центром силы. Сила – штука очень любопытная. Ее невозможно взять и к чему-нибудь пригвоздить, как-то зафиксировать или сказать, что же в действительности это такое. Она сродни чувству, ощущению, которое возникает у человека в отношении определенных вещей. Сила всегда бывает личной. Она принадлежит только кому-то одному. Мой бенефактор, например, одним лишь взглядом мог заставить человека смертельно заболеть. Стоило ему бросить на женщину такой взгляд, как она увядала и становилась некрасивой. Но это вовсе не значит, что заболевали все, на кого он смотрел. Его взгляд действовал лишь тогда, когда в этом участвовала его личная сила. А как он решал, кого сделать больным? Не знаю, он и сам не знал. С силой всегда так. Она командует тобой и в то же время тебе подчиняется. Охотник за силой ловит ее, а затем накапливает, как свою личную находку. Его личная сила таким образом растет, и может наступить момент, когда воин, накопив огромную личную силу, станет человеком знания. Как накапливают силу, Дон Хуан? Это тоже что-то вроде ощущения. Характер его определяется типом личности воина. Мой бенефактор был человеком яростным. Он пользовался чувством ярости для накапливания силы. Все, что он делал прямо, резко и жестко. Он оставил в моей памяти ощущение чего-то проламывающегося сквозь, сокрушающего все, что оказывалось на пути. И все, что с ним происходило именно в таком ключе. Я сказал, что не понимаю, как можно накапливать силу с помощью чувства. Дон Хуан долго молчал. «Это невозможно объяснить», — сказал он наконец. «Ты должен сделать это сам». Он взял свои тыквенные фляги и повесил их себе на спину. Мне он дал веревочку, на которую были нанизаны куски сушеного мяса. 8 штук. Веревочку он велел надеть мне на шею. «Это пища, обладающая силой», — объяснил он. «За счет чего она обладает силой, Дон Хуан?» «Это мясо животного, обладавшего силой. Оленя, редкостного уникального оленя. Меня вывела на него моя личная сила. Этого мяса хватит для того, чтобы поддерживать нас в течение недель, а если потребуется, то и месяцев. Каждый раз откусывай маленький кусочек и жуй очень медленно и тщательно. Пусть сила входит в твое тело постепенно». И мы пошли. Было около 11 часов утра. Дон Хуан еще раз напомнил мне, как нужно идти. «Следи за ветром, не позволяй ему сбивать с шага и утомлять тебя. Жуй мясо силы и прячься от ветра за моей спиной. Мне ветер не причинит никакого вреда, мы с ним давно и очень хорошо знакомы». Дон Хуан повел меня по тропе, которая шла прямо к высоким горам. День был пасмурным, собирался дождь. Я видел, как с гор на нас ползут низкие дождевые тучи и туман. Часов до 3 дня мы шли, не произнося ни слова. Я жевал сушеное мясо, это действительно придавало мне силы. А наблюдение за изменениями ветра вылилось в итоге в весьма загадочное явление,
Я до такой степени в это втянулся, что буквально всем телом ощущал каждое изменение еще до того, как оно происходило. У меня было такое чувство, что я могу воспринимать волны ветра как какое-то давление на верхнюю часть грудной клетки и бронхи. Каждый раз, когда я вот-вот должен был ощутить порыв ветра, в груди и гортани появлялся зуд. Дон Хуан на минутку остановился и осмотрелся. Казалось, он ориентируется. Потом он повернул направо. Я заметил, что он тоже жует сушеное мясо. Я чувствовал себя очень свежим и совсем не уставшим. Наблюдения за изменениями направления ветра требовали настолько полного сосредоточения, что я потерял счет времени. Мы вошли в глубокое ущелье, и по одному из склонов поднялись на маленькую площадку почти у вершины гигантской горы. Дон Хуан взобрался на громадную скалу, под которой заканчивалась площадка, и помог мне сделать то же самое. Скала была похожа на купол, возвышавшийся над отвесными стенами. Мы начали медленно ее обходить. В конце концов, мне пришлось ползти на ягодицах, цепляясь за скалу руками и упираясь пятками. Я весь покрылся потом и был вынужден то и дело вытирать руки. Обойдя скалу, я увидел очень большую неглубокую пещеру. Она находилась под самой вершиной горы и была похожа на зал в виде балкона с двумя колоннами, возникшей вследствие выветривания песчаника. Дон Хуан сказал, что в этой пещере мы остановимся. Он объяснил, что она безопасна, так как недостаточно глубока для того, чтобы стать логовом горных львов и других хищников, чересчур открыта для того, чтобы быть крысиным гнездом, и слишком сильно продувается ветром для того, чтобы в ней водились опасные насекомые. Дон Хуан засмеялся и сказал, что она идеальное место для человека, потому что никто другой просто не выдержит в ней долго. И он, словно горный козел, метнулся к ней. Мне оставалось только восхищаться его фантастической ловкостью. Я медленно сполз на ягодицах вниз по скале, а затем по склону горы и побежал вверх по уступу. Последние несколько метров буквально лишили меня сил. Я в шутку спросил Дона Хуана, сколько же ему на самом деле лет. Я имел в виду, что для того, чтобы добраться до уступа так, как это сделал Дон Хуан, нужно было быть очень молодым и отлично тренированным. «Я молод настолько, насколько хочу», — ответил он. «Это, кстати, тоже связано с личной силой. Если ты накапливаешь силу, тело твое становится способным на невероятные действия. А если ее рассеиваешь, то на глазах превращаешься в жирного слабого старика». Выступ протянулся с запада на восток. Открытая сторона пещеры была обращена на юг. Я подошел к западному краю площадки. Вид оттуда открывался просто потрясающий. Со всех сторон нас окружал дождь, полупрозрачным занавесом, не спадавший на расстилавшуюся внизу холмистую равнину. Дон Хуан сказал, что у нас вполне достаточно времени на то, чтобы построить укрытие. Он велел мне принести на уступ как можно больше камней, а сам занялся сбором палок для крыши. За час он соорудил на восточном конце уступа стену толщиной чуть меньше полуметра. Длина ее была сантиметров 70, а высота примерно метр. Он сплел и связал несколько пучков веток, а потом соорудил из них крышу и установил ее на двух длинных палках с развилками на конце. Еще одна такая же палка была прикреплена к самой крыше и поддерживала ее с другой стороны, напротив стены. Вся конструкция получилась похожей на высокий трехногий стол. Дон Хуан уселся, скрестив ноги под крышей, на самом краю площадки. Мне он велел сесть рядом, справа от него. Некоторое время мы молчали. Нарушил молчание Дон Хуан. Шепотом он сообщил, что нам следует вести себя так, будто ничего необычного не происходит. Я спросил, что именно мне следует делать. Он ответил, что мне следует заняться своими записями и писать так, словно я сижу дома за столом, и кроме этой работы меня больше ничего в мире не интересует и не беспокоит. В какой-то миг он меня слегка подтолкнет и глазами укажет, куда смотреть. Он предупредил, что я не должен произносить ни слова, чтобы не увидел. Свободно разговаривать может только он, потому что его знают все силы в этих горах. Следуя его инструкциям, я около часа прилежно писал,
Вдруг я ощутил мягкое похлопывание по руке и увидел, что глазами и кивком головы Дон Хуан указывает мне на полосу тумана метрах в 200 от нас, спускающуюся с вершины горы. Дон Хуан зашептал мне на ухо голосом, едва слышным, даже на таком близком расстоянии: «Поводи глазами туда-сюда по этой полосе тумана, но не смотри на нее прямо. Моргай почаще и не фокусируй глаза на тумане. Когда заметишь на нем зеленое пятно, покажи глазами, где оно находится». Я начал водить глазами туда-сюда вдоль полосы тумана, которая медленно к нам приближалась. Прошло, наверное, полчаса. Темнело. Туман полз очень медленно. В какое-то мгновение мне вдруг показалось, что справа от себя я заметил слабое зеленоватое свечение. Вначале я даже подумал было, что вижу просто пятно зеленой растительности, проглядывающее сквозь туман. Когда я взглянул прямо в том направлении, там ничего не оказалось, но стоило мне снова начать смотреть, не фокусируя взгляда, как размытое зеленое пятно снова сделалось заметным. Я показал его Дону Хуану. Он прищурился и начал пристально на него смотреть. «Теперь сфокусируй глаза на пятне», — прошептал он мне на ухо. «И смотри, не моргай, пока не начнешь видеть». Я хотел спросить, что именно я должен видеть, но Дон Хуан бросил на меня выразительный взгляд, как бы напоминая о том, что мне нельзя разговаривать. Я снова принялся смотреть на туман, но теперь уже прямо. Клок тумана спустился откуда-то сверху и завис, похожий на кусок чего-то плотного и твердого. Он находился как раз в том месте, где я видел зеленое пятно. Через некоторое время глаза у меня устали, и я прищурился. Сначала я увидел клок тумана, наложенный на туманную полосу, а потом узкую полосу тумана, похожую на мост, который тянулся откуда-то сверху, как бы соединяя склон горы позади надо мной с туманом, висевшим впереди. На мгновение я даже вроде бы увидел, как по этому мосту, не изменяя его очертаний, тянется прозрачный туман, который течет сверху, с горы. Казалось, что мост действительно образован чем-то твердым. В какой-то момент мираж сделался настолько полным, что приобрел объемность, прорисованную темными тенями под мостом и его светлой боковой поверхностью, цвета песчаника. Совершенно ошарашенный, я смотрел на этот мост. А потом, то ли я поднялся до его уровня, то ли он опустился до моего, но внезапно я обнаружил, что смотрю на прямую дорожку, начинающуюся прямо у моих ног. Это была невообразимо длинная твердая дорога, узкая и без перил, но достаточно широкая для того, чтобы по ней можно было идти. Дон Хуан энергично дергал меня за руку. Я почувствовал, как дергается вверх-вниз голова, а потом ощутил жгучую резь в глазах. Совершенно непроизвольно я потер их. Дон Хуан тряс меня не переставая до тех пор, пока я снова не открыл глаза. Он налил в ладонь немного воды из своей фляги и плеснул мне в лицо. Было очень неприятно. Вода показалась мне настолько холодной, что я ощутил каждую каплю как язву на коже. И только после этого я обратил внимание на то, что тело мое было очень горячим. Я был как в жару. Дон Хуан торопливо заставил меня попить воды, а затем побрызгал мне на уши и шею. Я услышал очень громкий, длинный, неземной крик какой-то птицы. Дон Хуан прислушался, а потом ногой разрушил стену. Крышу он разломал и закинул в кусты, а все камни один за другим сбросил вниз. Потом он шепнул мне на ухо: «Выпей воды и жуй свое сушеное мясо. Нам нельзя здесь оставаться». Этот крик был не птичьим. Мы спустились с уступа и двинулись на восток. За считанные минуты стемнело настолько, что у меня появилось ощущение, будто перед моими глазами повесили плотный черный занавес. Туман был похож на непроницаемую стену. До этого я даже не подозревал, насколько опасен ночной туман. Я не мог себе представить, каким образом Дону Хуану удается находить дорогу. Я держался за его руку, как слепой за руку поводыря. Каким-то образом я почувствовал, что мы идем по самому краю пропасти. Ноги отказывались двигаться. Мой рассудок верил Дону Хуану, и умом я хотел идти вперед, но тело не желало слушаться, и Дону Хуану приходилось в полной темноте тащить меня за собой.
Он, должно быть, в совершенстве знал местность. Вот он остановился и заставил меня сесть. Но руки его я все равно не отпустил. Мое тело, без тени сомнения, чувствовало, что я сижу на голой куполообразной горе, и стоит мне двинуться вправо, хоть на пару сантиметров, как я скачусь в бездну. Я был абсолютно уверен, что сижу на круглом склоне, потому что тело все время непроизвольно сползало вправо. Я решил, что таким образом он пытается сохранить вертикальное положение, и, чтобы как-то компенсировать это, отклонился насколько мог влево, к Дону Хуану. Дон Хуан неожиданно резко отклонился от меня, и, потеряв опору, я опрокинулся на землю. Прикосновение к ней восстановило мое чувство равновесия. Я лежал на ровном месте и тут же принялся на ощупь обследовать окружающее пространство. Земля была усыпана сухими листьями и хворостом. Вдруг все вокруг осветила вспышка молнии, и раздался чудовищный раскат грома. Дон Хуан стоял слева от меня. В метре другом за ним была пещера, а вокруг росли огромные деревья. Дон Хуан велел мне залезть в пещеру. Я вполз в нее и прижался спиной к камню. Я почувствовал, как Дон Хуан наклонился ко мне, а потом услышал, как он шепотом напоминает, что я должен сохранять абсолютное молчание. Одна за другой последовали 3 вспышки молнии. Краем глаза я увидел, что Дон Хуан сидит со скрещенными ногами слева от меня. Пещера оказалась совсем небольшим углублением, в котором, сидя, могли бы разместиться 2-3 человека. Было такое впечатление, что углубление образовано вогнутой поверхностью большого валуна. Я понял, что поступил мудро, когда вползал сюда на четвереньках. Если бы я попытался войти в нее во весь рост, то стукнулся бы головой о камень. Свет молний позволил мне оценить плотность тумана. Я заметил стволы гигантских деревьев. Они выглядели как темные силуэты на фоне матовой светло-серой массы тумана. Дон Хуан прошептал, что туман и молния в сговоре друг с другом, и что, как бы ни одолевала меня усталость, я ни в коем случае не должен засыпать, потому что вовлечен в битву силы. В свете, сверкнувшей в это мгновение молнии, перед моими глазами предстала настоящая фантасмагория. Туман был подобен белому матовому фильтру, он равномерно рассеивал свет и напоминал плотную белесую субстанцию, висящую в пространстве между высокими деревьями. Но прямо передо мной, над самой землей, туман был менее плотным, и я мог различить очертания местности. Мы находились в сосновом лесу. Нас окружали высоченные деревья. Они были настолько огромны, что я мог бы поклясться, что мы среди секвой, если бы не знал, где мы находимся. Целый каскад молний осветил дорогу. Он длился несколько минут, и с каждой вспышкой окружающий пейзаж проступал все яснее. Прямо перед собой я увидел тропу. На ней ничего не росло. Похоже было, что впереди, там, где она заканчивалась, начиналось свободное от деревьев пространство. Молнии сверкали в таком количестве, что определить, с какой они стороны, я не мог. Однако пейзаж был освещен настолько хорошо, что я почувствовал себя намного лучше. Страх и неуверенность исчезли. Едва лишь света стало достаточно для того, чтобы немного приподнять занавес тьмы. И теперь, когда между вспышками наступала длительная пауза, окружающая чернота уже больше не сбивала меня с толку. Дон Хуан прошептал, что я, наверное, уже наблюдал достаточно, и теперь следует сосредоточиться на звуке грома. Тут я, к своему удивлению, осознал, что до этого не обращал на гром никакого внимания вообще, хотя раскаты его были действительно грандиозными. Дон Хуан добавил, что нужно следить за звуком и смотреть в том направлении, откуда он идет. Каскадов молний и грома больше не было. Только время от времени тьму разгоняли яркие одиночные вспышки, и тишину раскалывали короткие мощные громовые раскаты. Мне показалось, что раскаты грома слышатся справа. Туман постепенно приподнимался, и, привыкнув к кромешной тьме, я начал различать массивы зарослей.
Молнии продолжали сверкать, сопровождаемые громом, и неожиданно я обнаружил, что справа от меня ничего нет. Я увидел небо. Буря сдвигалась, как мне показалось, вправо. Опять сверкнула молния, и вдали справа я увидел гору. Свет молний осветил фон за ней и выхватил из тьмы ее массивный округлый силуэт. Мне были видны деревья на вершине горы, похожие на изящную черную аппликацию на фоне сверкающего голубого неба. Я даже видел кучевые облака над горами. Туман вокруг нас полностью рассеялся. Дул устойчивый ветер, и я слышал шелест листьев в кронах больших деревьев слева от себя. Буря полыхала молниями слишком далеко для того, чтобы осветить деревья, но их темный массив был вполне различим. Однако света молний было достаточно, чтобы я смог разглядеть цепь далеких гор справа. Лес был слева от меня. Я как раз находился на его границе. Внизу подо мной вроде бы расстилалась темная долина, которой не было видно вовсе. Электрическая буря бушевала на другой ее стороне. Потом пошел дождь. Я вжался спиной в скалу. Шляпа прикрывала туловище и поджатые ноги. Намокли только голени и ботинки. Дождь шел долго. Он был теплым. Я чувствовал, как вода течет по ступням. А потом я заснул. Меня разбудили голоса птиц. Я осмотрелся в поисках Дона Хуана. Его не было. В обычной ситуации мне стало бы интересно, отошел он ненадолго или ушел вообще, оставив меня одного. Но в этот раз я был буквально парализован. До такой степени меня потрясло то, что я увидел вокруг. Я встал. В ботинках хлюпала вода. Шляпа насквозь промокла, и с ее полей на меня полились остатки воды. Я был вовсе не в пещере, а под густыми кустами. Замешательство меня охватившее было ни с чем не сравнимо. Я стоял на плоском участке земли между двумя невысокими земляными холмами, покрытыми кустарником. Ни деревьев слева, ни долины справа не было в помине. Прямо передо мной, там, где я видел тропу в лесу, рос громадный куст. Я не верил своим глазам. Несовместимость двух версий реальности, свидетелем которой я был, заставила меня сразу же углубиться в поиски какого-то объяснения. Может, я спал настолько беспробудно, что Дон Хуан перетащил меня на спине в другое место, не разбудив при этом? Я осмотрел место, на котором проснулся. Земля там, где я сидел, была сухой. Такой же сухой была земля и на пятачке рядом, там, где сидел Дон Хуан. Я пару раз позвал его, а потом меня охватила тревога, и я заорал как можно громче: «Дон Хуан!». Он вышел из-за кустов. Я мгновенно понял, что он отлично знает, что происходит. Он улыбался настолько ехидно, что я не выдержал и улыбнулся сам. У меня не было желания играть с ним в какие бы то ни было игры, и я выложил ему все, что творилось у меня внутри. Как можно точнее и последовательнее я во всех подробностях описал ему свои ночные видения. Он слушал, не прерывая. Сохранять серьезное выражение лица ему, однако, удавалось с трудом. Пару раз он даже начинал посмеиваться, но сдерживался и тут же брал себя в руки. 3 или 4 раза я по ходу своего рассказа задавал вопросы, но Дон Хуан только качал головой с таким видом, словно ничего не понимает. Когда я завершил свой отчет, он взглянул на меня и сказал: «Вид у тебя, конечно, ужасный. Может, сходишь в кустики?» Он усмехнулся и посоветовал мне раздеться и выкрутить вещи, чтобы они быстрее высохли. Ярко светило солнце. Облаков почти не было. Стоял ясный солнечный день. Дон Хуан повернулся и, уходя, сказал, что пойдет поищет кое-какие растения. Мне он велел привести себя в порядок и что-нибудь поесть, и не звать его до тех пор, пока я не почувствую, что полностью успокоился и собрался с силами. Вся одежда на мне промокла. Я уселся на солнцепёке, чтобы просохнуть. Я чувствовал, что могу расслабиться единственным способом: достав блокнот и взявшись за свои записи.
Я принялся писать и заодно, не отрываясь от этого занятия, поел. Через пару часов я почувствовал, что расслабился в достаточной степени и позвал Дона Хуана. Он отозвался откуда-то с вершины холма. Он велел мне взять его фляги и подниматься к нему. Забравшись на холм, я увидел, что Дон Хуан сидит на плоском камне и поджидает меня. Он открыл фляги и достал немного еды для себя. Мне он дал 2 больших куска мяса. Я не знал, с чего начать, потому что вопросы буквально толпой теснились в моей голове. Дон Хуан, похоже, был в курсе моего настроения и с явным удовлетворением рассмеялся. «Как ты себя чувствуешь?» — с оттенком иронии спросил он. Я не хотел отвечать. Я все еще был не в себе. Дон Хуан велел мне сесть на плоскую каменную плиту. Он сказал, что этот камень — объект силы, и что если я немного на нем посижу, силы мои восстановятся. «Садись», — сухо приказал он. На лице его не было улыбки. Глаза его были яростными и пронзительными. Я автоматически сел. Он сказал, что, допуская уныние и плохое настроение, я поступаю неосмотрительно. С силой так вести себя нельзя. И этому необходимо положить конец, иначе сила обернется против нас. И мы никогда не уйдем живыми из этих безлюдных холмов. После короткой паузы он, как бы между прочим, спросил: «Как у тебя обстоят дела со сновидением?» Я рассказал, как сложно мне стало давать себе команду смотреть на свои руки. Сначала все шло относительно гладко. Может быть, это было обусловлено новизной. Без каких бы то ни было затруднений, я вспоминал о том, что нужно приказать себе смотреть на руки. Однако восторг прошел. И вот уже в течение целого ряда ночей я вообще не мог этого сделать. «Нужно на ночь надевать головную повязку», — сказал Дон Хуан. «Но добыть ее не так-то просто. Я не могу тебе ее дать. Ты должен сделать повязку сам из грубой ткани, но только после того, как увидишь ее в сновидении. Понимаешь? Головную повязку нужно изготовить в строгом соответствии с особым видением. У нее должна быть поперечная лента, проходящая четко через макушку. Конечно, ты мог бы ложиться спать в шляпе или, как бенедиктинец, надевать на ночь колпак. Но это только интенсифицирует обычные сны, а сновидению способствовать не будет». Он немного помолчал, а потом быстро и многословно начал объяснять, что видение головной повязки может явиться не только в сновидении, но и в бодрствующем состоянии в результате какого-нибудь события, не имеющего к ней, казалось бы, никакого отношения. Например, наблюдение полета птиц, течения воды, облаков или чего-то в таком роде. «Охотник за силой наблюдает за всем», — продолжал он. «И все, зачем он наблюдает, раскрывает ему какие-нибудь тайны. Но как убедиться в том, что наблюдаемый тобой объект раскрывает тебе тайну?» — спросил я. Я рассчитывал, что он выдаст мне какую-нибудь формулу, позволяющую делать правильные интерпретации. Единственный способ убедиться — неукоснительно следовать всем тем инструкциям, которые я давал тебе, начиная с самой первой нашей встречи, — ответил он. Чтобы обладать силой, нужно вести жизнь, наполненную силой. Он снисходительно улыбнулся. Его ярость вроде прошла. Он даже слегка подтолкнул меня под локоть. «Жуй свою пищу, обладающую силой». Я принялся жевать сушеное мясо, и тут до меня дошло. Наверное, в нем содержатся какие-то психотропные вещества. Этим и объясняются мои ночные галлюцинации. На какое-то время я почувствовал облегчение. Если Дон Хуан действительно добавил что-то в мясо, то все миражи, которые я наблюдал, становятся вполне понятным явлением. Я спросил его, добавлялось ли что-то в мясо силы. Он засмеялся, но прямо не ответил. Я настаивал, уверяя его в том, что вовсе не сержусь и даже не чувствую раздражения, а просто хочу это знать, чтобы как-то удовлетворительно, с моей точки зрения, объяснить события предыдущей ночи. Я требовал, просил и, в конце концов,
начал умолять его сказать мне правду. «А ты точно стрещенный», — произнес он, недоверчиво качая головой. «У тебя есть коварная тенденция. Ты настаиваешь на объяснениях, которые удовлетворили бы именно тебя. В этом мясе нет ничего, кроме силы. И силу туда не добавлял ни я, ни кто-либо другой. Силой мясо наполнила сама сила. Это мясо оленя, который был дан мне в качестве дара. Не так давно таким же даром для тебя явился кролик. К тому кролику ни ты, ни я ничего не добавляли. Я не предлагал тебе засушить его мясо, потому что для этого тебе потребовалось бы гораздо больше силы, чем у тебя есть. Но я велел тебе поесть кроличьего мяса. По собственной глупости ты съел тогда слишком мало. То, что произошло с тобой сегодня ночью, не было ни шуткой, ни чьими-то проделками. У тебя была встреча с силой. Туман, тьма, молнии, гром и дождь были частями великой битвы силы. Дуракам везет. Воин многое бы отдал за такую битву. Я возразил, что все событие в целом не могло быть битвой силы, потому что оно не было реальным. «А что реально?» — очень спокойно спросил Дон Хуан. «Вот это то, на что мы смотрим, реально», — ответил я, обведя рукой окружавший нас пейзаж. «Но мост, который ты видел ночью, и лес, и все остальное, все это было таким же. Тогда куда оно все девалось? Если все это реально, где оно сейчас? Здесь. Если бы ты обладал достаточной силой, ты мог бы вызвать все, что видел ночью. Вызвать прямо сейчас. Но сейчас ты на это не способен, потому что находишь большую пользу в том, чтобы сомневаться и цепляться за свою реальность. Однако в этом нет никакой пользы, приятель. Никакой. Прямо здесь перед нами расстилаются неисчислимые миры. Они наложены друг на друга, друг друга пронизывают, их множество, и они абсолютно реальны. Если бы ночью я не схватил тебя за руку, ты пошел бы по мосту, независимо от своего желания. А до этого мне приходилось защищать тебя от ветра, который тебя искал. А что бы случилось, если бы ты меня не защищал? Ты не обладаешь достаточной силой, поэтому ветер заставил бы тебя заблудиться и, вероятно, даже убил бы, столкнув в пропасть. Но туман был вполне реален. В нем с тобой могли бы случиться две вещи. Либо ты перешел бы по мосту на другую сторону, либо ты упал бы и разбился насмерть. Все зависит от силы. Но в одном я уверен. Если бы я тебя не защищал, ты пошел бы по мосту, несмотря ни на что. Такова природа силы. Как я тебе уже говорил, сила командует тобой и в то же время тебе подчиняется. Этой ночью, например, она заставила бы тебя взойти на мост. Но потом, подчиняясь тебе, она поддерживала бы тебя на твоем пути по мосту. Я остановил тебя, так как знаю, что ты не умеешь использовать силу, а без ее помощи мост бы разрушился. Ты тоже видел этот мост, Дон Хуан? Нет, я видел просто силу. Она может быть чем угодно. Например, для тебя в этот раз она была мостом. Почему именно мостом, я не знаю. Мы таинственные существа. А вообще, ты когда-нибудь видел мост в тумане, Дон Хуан? Никогда. Но это объясняется лишь тем, что я не такой, как ты. Я видел другое. Мои битвы силы совсем не были похожи на твои. А что видел ты, Дон Хуан? Можешь рассказать? В своей первой битве силы я встретился в тумане со своими врагами. Но у тебя нет врагов. Тебе не свойственно ненавидеть людей. А во мне это было. Моя ненависть к людям была для меня способом потакать своей слабости. Теперь этого нет. Я победил в себе ненависть. Но в той битве силы она меня почти разрушила. Твоя же битва силы была наоборот, очень тонкой и почти тебя не затронула. Но зато теперь ты пожираешь себя своими собственными вздорными мыслями и сомнениями. Это твой способ потакать себе. Туман повел себя с тобой безупречно. Чем-то ты ему близок. Он подарил тебе длинный мост. И мост этот теперь всегда будет ждать тебя там, в тумане. И будет являться тебе снова и снова, пока не настанет день, когда ты по нему пойдешь. Поэтому я настоятельно тебе советую с сегодняшнего дня не ходить в одиночку в места, где бывают туманы.
до тех пор, пока ты не будешь готов сделать это осознанно. Сила – штука очень странная, волшебная. Чтобы в полной мере ею обладать и повелевать, нужно сперва обзавестись некоторым количеством силы, достаточным для начала. Можно, однако, сделать и по-другому. Понемногу накапливать силу, никак ее не используя, до тех пор, пока не наберется достаточно, чтобы выстоять в битве силы. Что такое битва силы? Происходившее с тобой этой ночью было ее началом. Картины, которые разворачивались перед твоими глазами, были вместилищем силы. Когда-нибудь ты разберешься в их смысле, ведь они имеют огромное значение. А ты не мог бы рассказать, что они означают, Дон Хуан? Нет, эти картины – твое личное завоевание. Его нельзя ни с кем разделить. Но то, что произошло прошлой ночью, лишь начало. Только первая стычка. Настоящая битва ждет тебя за мостом. Что там? Об этом узнаешь только ты. И только ты узнаешь, куда ведет та тропа в лесу. Но все это может произойти, а может и не произойти. Чтобы пускаться в путешествие по этим неведомым тропам и мостам, нужно иметь достаточное количество своей собственной силы. А если силы у человека недостаточно, что тогда? Смерть ждет, она ждет всегда, и едва сила воина подходит к концу, смерть просто дотрагивается до него. Так что просто глупо пускаться в путь к неизвестному, не имея силы. Он приведет только к смерти. Я почти не слушал его. Я со всех сторон рассматривал идею относительно галлюциногенных свойств мяса силы. Мне нравилось это занятие. Оно успокаивало и умиротворяло, несмотря на то, что было явным индульгированием. «Не утруждай себя, ты все равно ничего не вычислишь», произнес Дон Хуан, словно прочитав мои мысли. «Мир — это тайна. И то, что ты видишь перед собой в данный момент, еще далеко не все, что здесь есть. В мире есть еще столько всего. Он воистину бесконечен в каждой своей точке. Поэтому попытки что-то для себя прояснить — это на самом деле всего лишь попытки сделать какой-то аспект мира чем-то знакомым, привычным. Мы с тобой находимся здесь, в мире, который ты называешь реальным, только потому, что оба мы его знаем. Ты не знаешь мира силы, и поэтому не способен превратить его в знакомую картину. «Ты знаешь, что я не могу с тобой спорить», — сказал я. «Но в то же время принять все это мой разум не в состоянии». Он засмеялся и легонько дотронулся до моей головы. «Ты псих, честное слово», — улыбнулся он. «Но это нормально. Я знаю, жить как подобает воину необычайно трудно. Если бы ты выполнял все мои инструкции и действовал в точности так, как я тебя все время учил, ты к сегодняшнему дню обладал бы силой, достаточной, чтобы пройти по мосту. Достаточной для того, чтобы видеть и остановить мир. Но с какой стати, Дон Хуан, я должен хотеть обладать силой? Вряд ли можно сейчас размышлять о причинах. Но если бы ты накопил достаточное количество силы, она сама подсказала бы тебе ответ на этот вопрос. Бред сумасшедшего, верно? Хорошо, а тебе самому сила зачем? Я в этом похож на тебя. Я тоже не хотел обладать силой. И не видел причин для того, чтобы ее накапливать. И никогда не выполнял инструкций, которые мне давались, или, по крайней мере, никогда не думал, что их выполняю. И однако, несмотря на свою глупость, я накопил достаточное количество силы, и в один прекрасный день моя личная сила заставила мир рухнуть. Но почему кто-то должен хотеть остановить мир? Так ведь никто и не хочет. В том-то и дело. Это просто происходит. А когда ты узнаешь, что это такое, остановка мира, ты осознаешь, что на то есть свои веские причины. Видишь ли, одним из аспектов искусства воина является умение сначала по некоторой особой причине разрушить мир, а затем снова восстановить его для того, чтобы продолжать жить. Я сказал, что, наверное, было бы убедительнее всего, если бы он на примере разъяснил мне эти особые причины для разрушения мира. Он какое-то время молчал, как бы обдумывая, что мне ответить.
«Ничего не могу тебе по этому поводу сказать», — проговорил он наконец. «Для того, чтобы это знать, нужна сила, много силы. Может быть, когда-нибудь ты, несмотря на собственное сопротивление, начнешь жить, как подобает воину. Это произойдет, вероятнее всего, тогда, когда ты накопишь достаточно силы и сможешь ответить на свой вопрос самостоятельно. Я научил тебя практически всему, что необходимо воину для того, чтобы начать должным образом действовать в мире, самостоятельно накапливая силу. Но мне в то же время известно, что ты еще не можешь этого сделать и что я должен проявить терпение. Чтобы попасть в мир силы, необходимо пройти путь длиною в жизнь. Это непреложный факт, и мне он известен». Дон Хуан взглянул на небо, а потом на горы. Солнце уже повернуло к западу, а на горах клубились и быстро росли дождевые тучи. Я забыл завести часы и не знал, который час. Я спросил Дона Хуана о времени, и у него начался такой приступ хохота, что он скатился с плиты, на которой мы сидели, прямо в кусты. Потом он встал, потянулся, зевнул и сказал: «Еще рано. Подождем, пока на вершине нашего холма соберется туман. Ты должен остаться один на этой плите и поблагодарить туман за все, что он для тебя сделал. А я буду где-нибудь поблизости, чтобы помочь тебе в случае необходимости». Перспектива 1 на 1 встретиться с туманом почему-то привела меня в ужас. Я подумал, что такая иррациональная реакция с моей стороны — просто идиотизм. «Ты не можешь, не поблагодарив, уйти из этих безлюдных гор», — твердо произнес Дон Хуан. «Воин никогда не поворачивается к силе спиной, не заплатив за проявленную к нему благосклонность». Он лег на спину, накрыл лицо шляпой и сложил руки под головой. «Как я должен вести себя в ожидании тумана?» — спросил я. «Что мне делать?» «Пиши», — сказал он из-под шляпы. «Только не закрывай глаза и не поворачивайся к туману спиной, когда он появится». Я попытался было записывать, но никак не мог сосредоточиться. Я встал и начал беспокойно расхаживать туда-сюда. Дон Хуан приподнял шляпу и взглянул на меня с некоторым раздражением. «Сядь», — приказал он. Он сказал, что битва силы еще не окончена, и что мне нужно приручить свой дух к безмятежности. Ничто из того, что я делаю, не должно выдавать моих чувств. Если, конечно, я не хочу, чтобы эти горы стали для меня ловушкой. Дон Хуан сел и движением руки дал мне понять, что сейчас будет говорить о чем-то важном. Он сказал, что мне следует вести себя так, как будто ничего не происходит, потому что места силы, а в одном из них мы в тот момент находились, способны втянуть человека, который чем-то обеспокоен. Тогда между человеком и местом силы могут образоваться странные и болезненные узы. Эти узы, как тяжелый якорь, они не дают человеку оторваться от места силы иногда в течение всей жизни, продолжал он. А это место не для тебя. Ты не нашел его сам. Так что возьми себя в руки, а то еще чего доброго штаны со страху потеряешь. Его предостережение подействовало на меня подобно заклинанию. Несколько часов я работал без перерыва. Дон Хуан заснул и проснулся только, когда туман, спускавшийся с вершины холма, был уже в сотне метров от нас. Он встал и осмотрелся. Я тоже посмотрел вокруг, не поворачиваясь спиной к туману. Спустившийся с гор, которые были справа от нас, туман уже окутал все вокруг. Слева тумана не было, однако ветер, который вроде бы дул справа, гнал туман в долину. Туман неуклонно нас окружал. Дон Хуан прошептал мне, что я должен в полном спокойствии стоять на месте, не закрывая глаз. Повернуться и начать спускаться вниз мне можно будет лишь тогда, когда туман полностью нас окружит. И Дон Хуан спрятался среди камней метрах в 2 позади меня. Горы были погружены в величественное и одновременно жуткое безмолвие. Мягкий ветер шуршал, подгоняя туман, и мне показалось, что это сам туман шипит, скатываясь на меня с вершины холма большими клочьями, похожими на комки плотного белесого вещества.
Я понюхал туман. Запах чего-то острого странным образом смешивался с какими-то свежими мягкими ароматами, и туман окутал меня. У меня возникло ощущение, что туман действует навеки. Они отяжелели. Захотелось закрыть глаза. Стало холодно. В горле запершило. Хотелось кашлять, но я не решился. Чтобы не кашлянуть, я запрокинул голову и вытянул шею. Взглянув вверх, я почувствовал, что вижу плотность тумана, будто взгляд мой проникает сквозь него. Глаза начали закрываться, я не в силах был бороться со сном. Я почувствовал, что через мгновение рухну на землю. Тут откуда-то выскочил Дон Хуан и, схватив меня за руку, сильно встряхнул. Этого было достаточно, чтобы я пришел в себя. Он шепнул мне на ухо, что теперь я должен, что есть духу, бежать вниз по склону. Он будет следовать за мной, потому что ему вовсе не хочется, чтобы на него катились камни, которые я на бегу столкну вниз. Он сказал, что это моя битва силы, поэтому я должен быть спереди. И моя задача — сохранять ясность ума и отрешенность, чтобы выбрать правильный путь. «Это как раз твой случай», — громко произнес он. «Мы спустимся, только если твое настроение будет настроением воина. Иначе нам не уйти из тумана». Мгновение я колебался. У меня не было уверенности в том, что я найду дорогу, которая выведет нас отсюда, из этих гор, на равнину. «Ну, беги, кролик, беги!» — завопил Дон Хуан и подтолкнул меня вниз.